Уважаемые коллеги, я бы хотел задать несколько вопросов депутатам от «Единой России». Они касаются последствий сближения России с ВТО и НАТО. Итак, вопрос первый. Месяц назад на саммите в Брюсселе было подписано соглашение о возможном вступлении России в ВТО. Проблемы все сняты. Председатель Еврокомиссии Барозу тогда сказал, такого успешного саммита в истории ЕС еще не было, и ему действительно есть чем гордиться. По оценкам западных экспертов, теоретическая выгода России от вступления в ВТО составляет где-то 23 миллиарда долларов. А вот за то, что мы открываем все свои рынки внутренние, Россия в год будет терять 90 миллиардов долларов. Итого только прямые убытки России от вступления в ВТО 67 миллиардов долларов в год убытки. Действительно, им есть чему радоваться. Вопрос первый. На какие еще уступки пошла власть России, чтобы попасть в ВТО? Второй вопрос. Возможно, наши власти думают, что Запад им поможет, но давайте помнить историческую истину, довольно простую. Кому Запад помогал, того он и разорил. И разорит окончательно нашу промышленность, как уничтожил уже 42 станкостроительных завода и добивает Рязанский 43-й завод. Кому это выгодно? А двукратное снижение государственной помощи нашему сельскому хозяйству, кому это выгодно? А снижение экспортных пошлин на вывоз необработанного леса, кому это выгодно? Как говорится, лес в обмен на бананы. Третье. Вы помните, Запад говорил неоднократно, что в России должно остаться всего 50 миллионов человек. Больше миру не нужны. А теперь говорят не 50, а только 35 миллионов. Опять, кому это нужно? Вам, России, президенту? Четвертый вопрос. А что, если после вступления России в ВТО жизнь настолько ухудшится, что начнутся массовые народные выступления? Как быть тогда? Ответ тоже есть. Уже есть договоренность. Вот они, войска НАТО, стоят по всем нашим границам. Дай только команду ФАС. Они тут же войдут и будут наводить свои порядки, прежде всего, на исконно русских землях и давить наш русский народ. То есть НАТО сегодня становится единственным защитником российской власти от возмущений народа. Разве это не так? И последнее, пятое. Помните, я поднимал вопрос в выступлении бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс. Она говорила, США вмешивались и будут вмешиваться во внутренние дела России. Тогда вы, коллеги-единороссы, не поддержали наше требование получить объяснение от президента и правительства. Почему они молчат? А сегодня получаем новые доказательства этих слов. Я цитирую, буквально цитирую. Американскому правительству пришлось принимать программу содействия приватизации в России. Следующая фраза. Всего за несколько лет Запад приобрел в России такое огромное количество ценных технологий, что НАТО создало специальное подразделение по их изучению и использованию в интересах США. Не России, а США. Дело даже до того дошло, что на закрытом заседании Конгресса США обсуждались вопросы освоения Сибири. Как говорится, приехали. Экономическая оккупация России, на мой взгляд, завершится вступлением в НАТО. На пороге оккупация военная. Если это не так, то почему правительство на наши вопросы по данной проблеме постоянно отмалчивается? Может, после этого выступления правительство придет сюда, в Думу, и хотя бы скажет на всю страну, какие последствия и проблемы ждут Россию после вступления в ВТО? Возможно ли вхождение войск НАТО в нашу страну и для каких целей? И какая связь между этими двумя процессами? Или снова правительство отмолчится? Возможно, кто-то из депутатов, вот вас, депутатов от «Единой России», во всеуслышание скажет, что это не так. Ну пусть не сегодня, подготовьтесь. На одном из ближайших заседаний скажите, что так не будет. Или вы тоже отмолчитесь. Или вы совершенно не знаете, не в курсе ответов на эти вопросы. А ведь народ-то спрашивает. И спрашивает неоднократно, что власти России окончательно сдали Россию Западу. Попробуйте ответить, что нет. В заключение хочу сказать всем большое спасибо тем, кто неравнодушен к этим вопросам и кто сегодня слушал. Ну а коллегам из «Единой России» скажу, коллеги, мы ждем от вас ответов. Спасибо.